История Бухары, эпизод 4, Чашма-и-Айюб. Недалеко от мавзолея саманидов и останков городских стен находится еще один мавзолей, который был построен в XII веке. Прямо над колодцем при правлении караханидов Арслан-хана. Мавзолей Чашма-и-Айюб – один из самых загадочных сооружений Бухары и традиционно почитаемое место. Оно названо в честь пророка Айюба, известного в Библии как Иов. Здание состоит из 4 комнат, расположенных анфиладной в ряд с запада на восток. Ныне в мавзолее находится музей воды. Экспонаты музея посвящены истории орошения Бухарской области и водоснабжении. Слева от входа на первой витрине показана история хаузов Бухары. Рядом с ним показана карта древней Бухары с хаузами. Карта показывает место каждого хауза и их название, их было 114. Хан Ал-Шахрут, входя в город, распределял воду по всем хаузам, вода циркулировала, и за счет этого она оставалась чистой. Далее у нас фотографии мешкопов. В переводе «мэш» — это емкость для хранения воды, а коп же переводится как носитель. Кратко говоря, водовозы. Мешкопы брали воду из хаузов и доносили их на дом за определенную плату. Следующая фотография показывает нам, как осушались меши и как набирали воду, а посередине висит подлинный меш, в котором носили воду былые времена. Меши делались из кожи животных и из глины. В 1920-м при бомбардировке Михаила Фрунзеса аэропланами циркуляция воды в хаузах была нарушена, и посему воды застыли в одном месте. Люди, которые пили эти воды, позже заболевали. Это послужило появлению разных заболеваний. Поэтому в 1925-м из России прибывает Леонид Михайлович Исяев. Изучив эту болезнь и для того, чтобы избавиться от нее, он решает осушить большинство хаузов и очистить 20 из них. На этой картине показана история хаммамов, что переводится как бани. Местонахождение всех бань показано здесь. В Бухаре было 20 бань, 17 использовалось для мужчин и 3 для женщин. С 16 века до наших дней остались лишь 3 бани, 2 используются. Хаммом и кунджак для женщины находится с задней стороны минора и колонн. Хаммом и бозорикор для мужчин расположен сбоку второго токки. Третий хаммом и сарафон сохранен до наших дней, но не используется в качестве бани. Здесь на фотографиях показаны внешний вид бани, внутренний и процесс умывания. Справа же от входа на стене есть сплошной рисунок. У каждого хауза был свой руководящий и мешкопы. Руководящий был ответственным за чистоту хауза. Если вы обратите внимание, вдоль каждого хауза множество деревьев. Причина выращивания деревьев вдоль хауза в том, что когда корни деревьев опускались вниз, они способствовали уплотнению лестниц хауза. Эта витрина содержит приборы, которые использовались дома. Следующая комната продолжает тему историю воды. Здесь несколько кувшинов, в которых хранили воду в пути. Далее мы имеем сведения о Сардобы. Этот красивый макет Сардобы. Слово Сардоб переводится с таджикского языка, как Сард это холодная, а Об это вода. Сардоба это хауз, покрытый куполом, в котором имелась вода и галерея, место для отдыха. Сардобы строили в основном в пустынях через каждые 40 или 50 километров. Их строили для того, чтобы проезжающие рядом караваны могли отдохнуть от солнца, напиться и набрать запасы воды. На этих фотографиях, как я говорил ранее, после того, как хаузы были осушены, чтобы решить проблему с водой, в Бухаре впервые были построены водяные башни в 1927 и пользовались ими до 1970-х. Сегодня она функционирует как панорамная башня, чтобы гости, приехавшие в Бухару, хорошо могли рассмотреть город сверху. Давайте взглянем в другую сторону. Здесь тоже в основном находятся емкости для хранения воды в пути. 2 сбоку это косы, которые не ломались, а посередине это чарм, который хранил воду в прохладном состоянии. Далее у нас идет экспозиция, показывающая нам проблему Аральского моря. Тут состояние моря с 1957 до сегодняшнего дня. На этих фотографиях высохнутое море и корабли, которые остались там впоследствии.
По результатам исследования немецких археологов, в далеком прошлом здесь было суше и жили люди, а позже пришла вода. Вот мы и дошли до самой интересной и загадочной комнаты этого здания. В этой комнате находится чашма, источник. Существует множество легенд и преданий об этом колодце. Например, один из них размещен над колодцем. На деревянной доске имеется исторический резной текст бухарского историка Ходжа Хофиза Гунджори. Данная доска считается подлинной. По граням доски написана сура Йосу, а внутри же легендарный рассказ о прибытии Аюба в Бухару и о том, что он похоронен здесь, в этом самом месте. Если верить преданиям, еще до возникновения Бухары, люди, которые населяли эту местность, страдали от засухи. Увидев странствующего Иова, они попросили о помощи. Иов забрался на возвышенность, ударил посохом о землю, и тогда появился рудник с чистой и лечебной водой. Если верить преданиям, местные жители по сей день верят, что вода в источнике имеет целительную силу. За колодцем находится могила, но чья это могила неизвестно, потому как множество споров и противоречий об этой могиле. Как я сказал, на деревянной доске сказано, что это могила пророка Иова, но позже это сведение было опровергнуто историками, утверждая, что могила пророка Иова находится в другом месте. Поэтому, когда у нас спрашивают, чья это могила, мы отвечаем «неизвестно». Вторая надпись, вырезанная на майоликовых плитках, была создана в эпоху эмира Тимура. Однако при одном из ремонтов майоликовые плитки в середине текста были перепутаны местами. Кроме того, некоторые плитки утрачены. Приводится исправленный текст. Завершено строительство этого здания по указанию султана Мавараннахра и Хорасана эмира Тимура Курагана, да умножится его милость над всеми мусульманами усилиями эмира Хаджаджа в 1384. Сооружение, что мы видим сейчас, построено в трех разных эпохах. Предание датирует Гурхану со священным колодцем и мнимой могилой Иова временам Караханидов Арслан-хана к XIII веку. Надпись на майоликовых плитках сообщает о строительстве Чиллаханы, места для 40-дневных уединений, в эпоху эмира Тимура в XIV веке. И Зиарат-хана, место для совершения зиарат, достроено при Шейбаниде Абдуллахане II в XVI веке. К началу 20 века обширная территория в северо-западной части Бухары была занята кладбищем Хазраты Аюб. Многослойное кладбище закрыло стены здания со всех сторон, оставив лишь узкую тропинку, ведущую к ее входу с востока. В конце 20-х годов 20 века все кладбища на территории города были закрыты для погребения, а спустя 40 лет их большая часть была снесена. Эта же участь постигла и кладбище Хазраты Аюб. В 1994 1 июля в Узбекистане была введена купюра красного цвета ценой 3 сума, на котором был изображен мавзолей Чашмаи Аюб. В наши дни на этой территории расположен участок парка культуры и отдыха. Это была краткая история Чашмаи Аюб. Оставайтесь настроены, берегите себя, и мы скоро увидимся. До свидания.